Всем привет и добро пожаловать на канал Пал Саныч, где мы будем обозревать компьютерное железо, периферию и гаджеты. А сегодня у нас достаточно объемное будет видео. Это видео не просто сборка ПК с уже всеми известными комплектующими, а сегодня у нас целых 5 позиций. Это распаковка. Мы это все распакуем. Потом у нас будет разбор, обзор. После чего у нас мы будем кастомизировать его, также мы будем его разбирать, а потом собирать на всем этом новом железе. Это видео будет достаточно долгое, так что присаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое поесть, попить и поехали! Итак, вот такая вот у нас получилась башня целая. Или пирамида, называйте как хотите. Вот тут у нас запчасти с AliExpress, Taobao, также запчасти с местного разлива. Но забегу наперед, здесь нету зионов, так что не беспокойтесь. А начнем мы, наверное, с самого такого неинтересного, а именно оперативная память. Так, достану свой нож. Вот так вот у нас запакована она, конечно, нормально. Это у нас Crucial. Чипы тут пишут, что это Micron, это не Hynix. Но в перспективе мы разберем их. Но не в этом видео, у нас будет отдельное видео про оперативную память с AliExpress и не только, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Итак, память самая дешевая, это DDR5, мы его сейчас распакуем аккуратно. Вот такая вот красивая черненькая оперативная память. Сразу спойлер, что это компьютер будет на черных комплектующих. Подсветки тут нету, в компьютере ее будет по минимуму, вы это увидите. Давайте пробежимся по оперативке. Она у нас фирмы Crucial, частотой 6000 МГц. Была возможность купить на Али с частотой 6400, но я думал, что она может не завестись на этой частоте, и поэтому решил взять на 6000. Обошлась она мне в 75 баксов. Так дешево по причине того, что там чипы от Micron. Да, не хуже, чем от Hynix, но было желание купить дешевую оперативку для дальнейшего видоса, которую мы все увидим, но это будет отдельное видео. Тайминги у нее 36, 38, 38, 80. Не лучшие тайминги однозначно, но посмотрим, как она будет вести себя в играх. Я иногда видел на AliExpress оперативки, что у них радиаторы с одной стороны только проклеены термухой, а тут, как мы видим, все хорошо, но мы в дальнейшем разберем их и посмотрим, что внутри. Но это будет, опять же, повторюсь, не в этом видео. Радиаторы либо из очень тонкого алюминия, такое ощущение, что они вообще из пластика, но вряд ли. Ничем не пахнут. Перейдем к следующей позиции. Следующий у нас процессор. Давайте вскроем и посмотрим. Завернули его в скотч, как будто бы, чтобы его никогда не вскрыли. Вот такая вот у нас ряженка. Это ряженка 7700. Процессор Ryzen 7700 уже ни для кого не новый, но все же повторюсь. У него 8 ядер, 16 потоков, частота в стоке 3.7, в бусте до 5.4. Поддерживает PCI-Express 5.0, так что современные карты все подойдут. Как по мне, это идеальный процессор для компромисса между рабочими задачами, несложными, и игровыми. А тем более он мне обошелся в 149,99. А с кэшбэком от одного сервиса, который я рекламировать, понятное дело, не буду, по крайней мере пока что, он обошелся даже чуть меньше, $150. Да, можно было взять 7500F, но мне также было важно и использовать его под рабочие задачи. Разница у них совсем маленькая,
На Алиэкспресс том же можно взять 7500F за $120 и даже выше. Но 30 баксов я не считаю, что это большая сильная разница, и лучше чуть-чуть буквально доплатить и уже взять 7700. К тому же у него есть преимущество в виде двух дополнительных ядер. Значит, в процессорозависимых играх он будет немного мощнее. Так, здесь у нас, скорее всего, вертушки. Так что давайте посмотрим. Я даже не знаю, что это, но, скорее всего, да, это вертушки. Да, они даже без контроллера. Контроллер в какой-то другой упаковке. Я, скорее всего, знаю, в какой. Это вертушки местного производителя. Ну, как местного? Это производитель Китай, никому не секрет, блин. Это ОЭМные производители, заказывают в Китае. Фирма зарегистрирована у нас здесь. Сейчас откроем, покажу вам, какие это вентиляторы. Вот. В корпусе у нас будут все вертушки Wingo Fan 06. Это 120 вентили. Подшипник у них гидродинамический. Уровень шума, заявляю, 22 дБ. Самое смешное, что у меня такие же вентиляторы, но они отличаются какими-то маломальскими значениями. Я не понимаю, в чем у них прикол. У них есть Fan 1, Fan 2, Fan 3 и так далее до 9. И за каждых 3 вентилятора отвечает разный модуль контроллер. И при этом у меня одни регулируются одним контроллером, а другие, оказывается, регулируются другим контроллером. Я это не знал, так что мне придется менять еще 2, чтобы было все 5 штук одинаковых. Поехали дальше. Итак, мы только что посмотрели вертушки, а значит, опять смотрим то, что было от местного магазина. Здесь башня и должен быть контроллер. Надеюсь, что он здесь есть. Да ё-моё. Итак, да. У нас Jonsbo CR3000E. Для нашего процессора этого будет достаточно. Взял E, чтобы было меньше подсветки, чтобы не было вот этих вот подсветок поменьше, не было бесконечного зеркала. Итак, у нас тут переходник под плату. И вот такая вот красота. Да, конечно, тут подсветочки будут. Вот такой вот, такая вот у нас башенка. Вот это подключение самих вертушек. И может быть какой-то подсветочки вот здесь. Вот надеюсь, она регулируется, а не будет разноцветная. О башне Jonsbo тоже особо ничего не добавишь нового, потому что обзоров на нее достаточно много. Это Jonsbo 3000E. ТДП у этой башни до 250 Вт, чего в принципе хватает для нашего процессора. Брал я ее по скидке, обошлась она мне в $33 вместе с доставкой. А сами вертушки регулируются от 800 до 1600 оборотов, а уровень шума у них также 26 дБ заявленных. Это чуть больше, чем на наших вентиляторах корпусных. В комплекте у нас все возможные переходники для сокета, как для AMD, так и для Intel. Также фирменная термопаста, но мы ее использовать не будем. У нас Arctic MX4, но жаль, что не MX5. И вот такой вот регулятор, тоже Wingo, местного производителя. Так. Давайте я уберу это, чтобы не мешало кадре. Провода подключения. А это у нас вот такой вот контроллер. И, понятное дело, пульт к нему. Ничего особенного, просто здесь 5 контактов. Тут тоже 5. Уф, как оно воняет галимым пластиком. Фу.
Тут еще липучка. Так что теперь точно можно дальше. Так, давайте следующий лот с AliExpress. Самый тяжелый. Это у нас блок питания. Блок питания у нас Thermalright. Он у нас полностью модульный. Сертификат 80 Gold+. Так что давайте мы его сейчас откроем. А потом, так как он с AliExpress, никто не будет, даже если в случае того, что он навернется, никто не будет отправлять его по гарантии. Поэтому мы его можем смело что сделать? Правильно, скрыть. Немного у нас ударенный, но я не думаю, что там что-то критично. Он поддерживает ATX 3.1, PCI-Express 5.1. Давайте, как он так? Опа-ча. И нас встречает вот такая вот бумажечка. Эта пена сюда. Здесь у нас, ого, сколько меди. Это все у нас провода. Провода обычные, не вилка китайская, понятное дело. Ну, не страшно. Даже хомутики в комплекте есть. Помогут провода. Такие болтики, хомутики. Провода у нас такие достаточно дешевые. Что-то такое. Блочок у нас TRKG850. Он у нас ATX формата. Также был куплен на AliExpress за 85 баксов. Сейчас цены, конечно, немного дороже, но тогда, когда я покупал, была скидка. И я его урвал за достаточно вкусную цену для блока 80-го Gold сертификата, полностью модульного. В комплекте у нас кабель питания материнки, кабель питания PCI-Express 6+2 для видюхи 2 штуки, кабель питания процессора 2 штуки, кабель питания PCI-Express 5.1 на 600 Вт, SATA кабель тоже 2 штуки, кабель Molex. Еще в продаже есть версии на 650, 750, ну и как у меня на 850 Вт. Версия на 650 Вт не поддерживает PCI-Express 5.1. Так что, если будете вдруг выбирать себе такой блок и заказывать, то смотрите на перспективу и берите 750 или 850 Вт, как вам надо. Блок по описанию у нас на японских конденсаторов. Мы его сейчас разберем и посмотрим. Я, конечно, не знаток схемотехники блоков питания, но увидел, что главный кондей у него фирма Nippon, а если загуглить, то можно увидеть, что фирма японская. Так что AliExpress не соврал. А кто в теме по схемотехнике, ставьте видео на паузу, изучайте, потому что я не в силах рассказать о его начинке. Все-таки 3 класса образования, извините.
А сейчас у нас должен был быть обзор на материнскую плату, но его, к сожалению, не будет. Не потому, что она пришла нерабочая или пришло не то, что я заказывал, а заказывал я ее с Taobao, а потому что просто телефон не записал сам момент распаковки, мои первые впечатления, мои слова, все, что я сказал. Обидно, досадно, но ладно. А сейчас мы перейдем к обзору материнской платы. Делался он еще тогда. Сейчас уже материнская плата стоит собранная в самом компьютере. А у нас вот такая вот прекрасная коробка. Это Gigabyte B650M Aorus Pro AX. Великолепная материнка. Так что пошли посмотрим обзор. Материнка. Самое главное, что я ждал достаточно долго, потому что она стала, а iPhone меня подвел и не записал это, но я об этом уже говорил. Почему я взял именно эту материнку, а не Elite AX? По причине того, что у нас на рынке их нет вообще, обзоров на них на русском языке крайне мало, но давайте расскажу небольшую историю. Заказал я эту материнку за $172, грубо говоря. На самом Тао она стоит 165, плюс еще там комиссия, вроде там 6 копейкой долларов. Плюс доставка 30 баксов, итого она мне обошлась $202. У нас на рынке их нет от слова совсем, купить невозможно, так что цена даже приблизительно нету. Но есть цены на версию Elite, и она стартует от 250 баксов. А с учетом того, что я взял свою за $202 с учетом доставки, она мне обошлась даже на 50 баксов дешевле. В мою страну она пришла буквально там за 1,5 недели до 2. Но самое сложное было это таможня. Таможня, видимо, никогда не видела подобных материнок, не знает на них цену и постоянно запрашивала у меня то одни документы, то вторые документы, то просили скинуть ссылку на сайт. Короче, мусолили они ее на таможне целый месяц. И в результате я почти 1,5 месяца ждал материнку, и она была для меня самым желанным приобретением. Да, конечно, эта материнка перебор для Ryzen 7700, можно было найти что-то и попроще, но в перспективе, я думаю, обновляться на тот же 7800 X3D, хотя производитель пишет, что оно и поддерживает и 9800 X3D, и 9950 X3D, так что, может быть, мы когда-нибудь проверим, но это будет потом. Итак, давайте перейдем именно уже к характеристикам. Главная причина, по которой я ее взял, а именно 8-слойная плата. В элитке уже делают 6-слойные платы с ревизии 1.2, а в Pro версии, по крайней мере пока что, пока они не придумали что-то новое, делают 8-слойную плату. У меня было желание поиграться с разгоном оперативной памяти, может быть я это буду делать, может быть нет, но на перспективу взял именно ее. Это стало ключевой точкой, почему именно она. Зона VRM у нас имеет схему 12+2+1. Судя по описанию, на зоне VRM у нас имеется 70-амперный DerMOS. Также у нее массивный радиатор охлаждения, соответственно разъем питания материнской платы. Тут у нас располагаются всякие порты наподобие аудио, компорт. Ну, в принципе, все достаточно стандартно для большего количества материнок. Итак, на задней панели у нас очень много разъемов для USB, также есть USB Type-C, кнопка Q-Flash для быстрого обновления BIOS без процессора, ну и, понятное дело, аудиоразъемы. На материнке у нас усиленный разъем PCI-Express для видеокарты и второй обычный для подключения всякого рода плат расширения и так далее. Под радиатором 2 SSD накопителя. Также радиатор сложно назвать радиатором, это цельноалюминиевый кусок панели.
Также хочется добавить, что исходя из описания на сайте производителя, у него полностью закрытый радиатор MOSFET, а также 6-миллиметровая трубка охлаждения. Проверять мы этого не будем, скрывать я ее не хочу. Хотелось чисто черную материнку, а самая черная материнка была у гигов. Приложение у гигабайтов очень удобное, и при первом же запуске компьютера предложил скачать прогу, через которую можно обновить все драйвера, поэтому вам не обязательно скачивать эти драйвера заранее. А также предложил установить утилиту Ryzen Master, где можно управлять всеми процессами вашего компьютера. Итак, мы закончили обзор на комплектующие для моего будущего компьютера, а сейчас мы перейдем к кастомизации. И по щелчку пальцев компьютер появляется здесь. Сейчас мы его полностью разберем. Кастомизация заключается в обклейке его пленкой, после чего мы будем устанавливать эти комплектующие. Так что поехали! Что могу сказать по этому корпусу? Корпус из дешевых, фильтр на магнитах, но не сильно мелкий, но как раз не мешает пропуску воздуха. Передняя панель у нас легко снимается, но фильтр, к сожалению, снимается нелегко, он весь на шурупах или на винтах, как посчитаете нужным. О, лишние запчасти. Нижний фильтр у нас вставляется в пазы. Он такой, как будто бы железный. Сам он, у него каленое стекло. Он не особо бумажный, но, конечно, гнется, как и любой фильтр. Мы его сейчас... Крышка даже особо не играет. Ребра жесткости у него есть. Мы сейчас его почистим, обезжирим и начнем обклеивать. Вот такой вот у нас получился корпус, благодаря этой пленочке. К сожалению, я чуть-чуть не подрасчитал, я игрался с этой пленочкой, и мне не хватило буквально немного на лицевую часть, поэтому мне придется еще дозаказать ее. Но в конце видео все равно она уже будет полностью вся готова, весь корпус будет в кованом карбоне. А сейчас будем наслаждаться хорошей сборкой под хорошую музыку. Поехали! Во время монтажа я также заметил, что не записал момент, где я говорю, что в этом ролике не будет ни распаковки, ни обзора на видеокарту. По причине того, что для карты я придумал нечто совсем нестандартное. Так что сейчас будет моя старая 1070 на 8 гигабайт, и мы заодно посмотрим, на что она способна в 2025 году. Так что не переключайтесь.
Давайте пробежимся по тестам, мы начнем изначально с бублика, потом игры. Конечно, на 1070 делать тесты на сегодняшний день нету особого смысла, но все же. В бублике мы видим 83 FPS, это, конечно, немного, учитывая, что это всего лишь бублик, и в играх он может показать совсем другие результаты, но что есть, то есть. В OCCT я выбрал тест такой слабенький, лишь бы просто прогнать процессор. Я его не нагружал по всем ядрам. Это я сделаю уже видео про видеокарту. Может быть, там и сделаем какой-то маломальский разгончик. Поиграемся немного с частотой. И, может быть, Undervolt. Ну, посмотрим, как карта ляжет. Но пока что я не хочу затягивать сильно это видео тестами. Оно и так получается очень длинным. Итак, давайте начнем с Horizon. В Horizon при полете нам рисует 73 FPS. Это немного, но давайте повторимся, это все-таки 1070. Игра достаточно свежая. Она вообще не рассчитывалась когда-либо запускаться на этой видеокарте. Настройки у нас средне паршивые. Говорю, что это прям минимум я не могу, но однозначно придется поиграться, чтобы что-то эта карта выдавала. Иногда бывают просадки там до 60, даже до 50 во время боев или полета. В самом городе выдает 50-60. Да, это не самый загруженный город, но что-то выдает. Ну и сам бой. Средний давайте возьмем 65 FPS. Ну, нормально. Не больше. Киберпанк. Настройки также средней паршивости, опять же придется их настроить по-разному. При покатушках тоже выдает 50-60 FPS, трафик практически отключен, но опять же играть можно. Опять же, во время боя выдает все те же стандартные, что и были раньше оговорены 50-60. А вот с Ведьмаком как-то дела обстоят немного хуже. 38-40 оптимальный FPS.
А самое интересное, что он запустил Hogwarts Legacy. Да, это только начало, потому что сохранения у меня нету, но стабильно на каких-то настройках 60 FPS пойдет. Что, конечно, в дальнейшем в игре будет, я не знаю. Сделал эти тесты лишь бы просто, чтобы были, чтобы показать вам. Не вижу смысла их продолжать. Так что давайте подытожим. Вот такой вот у нас вышел финальный вариант. Пленка уже приехала, мы уже полностью завершили обклейку его. Понятное дело, была уже вся сборка, все подошло отлично, без каких-либо нюансов. Но как без нюансов? Есть все-таки, конечно, некоторые проблемы, и сейчас мы о них поговорим. Первая из проблем то, что стекло и задняя крышка достаточно туго снимаются. Но это не повод отказываться от обклейки, потому что выглядит по мне так бомбезно. А вы напишите, как для вас выглядит корпус из кованого карбона. Следующая из проблем это, конечно же, видеокарта. Но назвать это проблемой нельзя, потому что следующая видеокарта, которая будет уже в этом компьютере, лежит у меня прямо там. И после того, как я сниму это видео, я начну делать обзор уже сразу и на эту видеокарту. Так что не переключайтесь, вы ее увидите достаточно скоро, а у меня будет буквально через 5 минут. Следующая из проблем это компания Винга. В принципе, сам корпус у Винги, но с ним проблем нету никаких. Но вот вертушки, нижняя вертушка практически вся не работает подсветка. Верхняя вертушка, там одна зона не работает подсветки. Скорее всего, на контроллере не работает регулировка оборотов этих вентиляторов, так как я по звуку не слышу, чтобы они хоть как-то регулировались. Я пытался подключить, наверное, во все возможные разъемы, которые есть на этой материнке, но регулировки с пульта этих вентиляторов внутри корпуса, нету. Хотя на контроллере 1, который у меня был со старыми вентиляторами, оно, в принципе, регулировалось. Следующий нюанс – это вентилятор, который находится сзади. Прошлый хозяин как-то заколхозил через Molex с подсветкой корпуса, у него здесь вот была ленточка, и в результате чего я и пока что не поменял этот вентилятор, но это будет уже в следующих роликах, я его обязательно заменю. Он подключается, сами понимаете, к Molex, а значит через 12 вольт, а значит он не регулирует обороты. И он молотит на постоянку, и это создает шум, достаточно большой шум, из-за этого сидеть немножечко некомфортно, но проблема решаема. Касательно температур, вы уже видели тесты, даже, можно сказать, тесты игр, хотя, на этой видеокарте делать особые тесты, нету смысла, уже 25 год и 1070 устарела, но даже Hogwarts Legacy она, как видите, запускает. Значит, в принципе, кому-то играть на ней можно. Да, в этом видео без разгонов, без чего-либо такого. Разгон оперативки у нас будет видео про оперативку. С самим разгоном процессора и разгоном видеокарты мы будем это делать в видео про видеокарту. Оно тоже получится у нас не на 10-15 минут, а где-то как минимум на полчаса, может быть и больше. Но об этом уже посмотрим потом. Это была просто такая легенькая сборочка, легенькая кастомизация. Ничего сложного здесь особо нету. Это все, в принципе, можно сделать за 1, максимум 2 дня. Потому что обклейка больше всего, наверное, времени собирает. Сама разборка, обклейка, а сборка. У меня на это ушло, может быть, буквально часа 4-5. И можно даже придумать что-то посложнее. Но в дальнейшем, конечно же, мы придумаем. Ну а если вам понравилось это видео, вы подписывайтесь. Ставьте комментарии, пишите лайки. А как сказал великий классик,
Увидимся, когда увидимся.